Здравствуйте, меня зовут Виталий Ткаченко. Сегодня я вам покажу, как написать масляными красками дерево. Начнем мы с того, что нам нужно наметить сам ствол, то есть основу. Для этого я беру коричневую краску, темную, умбру жженую, перемешиваю немного с индиго, с темно-синим цветом, и начинаю намечать ствол. Намечаю его таким образом, чтобы не было каких-то повторений и не было слишком ровных мест. Деревья, конечно, бывают разные, но у нас сегодня с вами дерево неровное, чтобы оно было поинтереснее. Начинаю его намечать снизу вверх. И чем выше я продвигаюсь, тем тоньше делаю ствол. Для того, чтобы у нас получался более тонкий нажим на кисть, делаем по мере прохождения наверх, делаем послабее нажим. Это у нас наша основа, от которой можно уже двигаться дальше. Темно-темно-коричневая краска, перемешанная немного с цветом индиго. Уже от этого ствола я могу продвинуться дальше. Намечаю еще ветки. Делаю их осознанно неровными. Мы не будем сегодня привязываться к какой-то конкретной породе дерева. Добавляем еще. Когда добавляем ветки, в процессе вы можете немножко менять оттенки. Допустим, делать некоторые ветки чуть более темные, чуть более светлые. Так будет намного интереснее. И, конечно же, ветки, которые у нас по краям, они всегда потоньше. Для того, чтобы наносить более тонкие ветки, я беру кисть еще меньше. В данном случае я взял самую маленькую, первый номер, единичка. И продолжаю делать тонкие ветки. Этих веточек может быть сколько угодно. Все зависит только от вас и от вашего желания. Очень важно не повторяться и не делать симметричным такие природные формы. Допустим, всегда будет более убедительно смотреться такие деревья, как когда, допустим, левая сторона или правая, какая-то часть будет более насыщена ветками, листьями. То есть не делайте симметрию. Что мы знаем, что в природе редко где можно найти симметричные формы, очень редко они нам попадаются. Витиеватые вот такие формы, какую угодно. Чем дальше я продвигаюсь к краю ветки, тем нажим легче. Руку резко мы не отрываем, дабы избежать обломанных веток. Если мы резко отпускаем, то получается, соответственно, резкий обрыв. Снизу я делаю дерево немного пошире, вот таким образом. Остается придать стволу и веткам объема, а объем достигается посредством света и тени. Допустим, я выбираю точку освещения по правую сторону. Беру опять кисть немножко побольше, выбираю цвет светло-коричневый, к которому можно, в принципе, примешивать разные оттенки, допустим, и такие как оранжевый, красный, то есть все теплые оттенки. Я беру белый, коричневый, немного оранжевого и делаю правую сторону ствола дерева немного поярче и посветлей. Очень важно контролировать нажим на кисть, если мы хотим линию пошире, поярче, то немножко поддавливаем на кисть. Учитываем освещение и по этой стороне, откуда источник света, высветляем ветки. В данном случае с правой стороны. На границе света, то есть по правой стороне, и тени с левой, всегда нужно немного смягчать, то есть чуть-чуть размазывать вот этот стык темного и светлого. Тогда будет плавный переход, и, соответственно, полутон. А также на стволе дерева могут оказаться совершенно разные оттенки, такие как и желтый цвет, допустим, и более светло-коричневый. То есть вот такие градации тона, когда уже оказываются вперемешку и со средними тонами, и с темными, глубокими, тогда получается объем. Конечно, не стоит каждую ветку с каждой стороны высветлять, это можно сделать местами частично. Теперь можно уже переходить к самой зелени, к листьям. Для этого я беру кисть побольше, в данном случае это будет щетина 16 номера.
Ну и предварительно, конечно же, нужно нанести основу. Я беру зеленую краску, веридоновую, и смешиваю ее с темно-коричневым цветом, с умброй, жженой, и добавляю немного индиго. То есть делаю зеленый темным и не кислотным. Наношу для начала темные листья. Наношу общий массив листвы, учитывая то, что, как я уже говорил, максимально стараемся не делать одинаковости. Природа этого не любит, когда мы ее исполняем слишком повторно, она не получается убедительной. Наношу основу. Наношу ее таким образом, чтобы были просветы, чтобы просвечивались кое-где ветки. Ну, в данном случае у меня белый холст. На какой-либо картине уже там может быть и небо просвечиваться. Ну, сегодня мне главное показать принцип. Фрагментально. Допустим, левая сторона будет немного другой. Опять же, я постоянно избегаю симметричности. Движения слегка похлопывающие. Цвет очень темный. И постепенно, сколько нам нужно, добавляем. Набираем вот этот общий массив зелени. С одной стороны я делаю его немножко побольше. Опять же, чтобы избежать какой-либо симметричности. Огромное внимание нужно уделять кроне, краям. Делайте его с просветами, неровным, некой такой рваной формой. Темная основа готова. Нужно уже приступить к свету. Для того, чтобы сделать его объемным, нам понадобится световая часть. Для этого я возьму желтую краску, перемешаю ее с белым цветом. Ну и добавлю немного оранжевого. И начну наносить сверху точно такой же манерой. Помним, что источник освещения у нас справа, поэтому правая часть должна быть более высветлена. И здесь нужно учитывать то, что чем ближе мы идем к внутренней части дерева, тем нажим на кисть становится легче. Я начинаю похлопывать от края и постепенно делаю нажим на кисть полегче. И очень важно учитывать такие моменты, что листья растут, их можно объединять в некие группы. Ну, допустим, светлой частью я выделяю одну группу, вторую группу. Считать их, конечно, здесь не нужно. Подмалевок обязательно тот, который у нас был темная основа, она, конечно, остается, она играет нам роль тени между листьями. Допустим, с этой стороны эту группу мы высветляем со стороны солнца, то есть с правой стороны. Если я вижу симметрию, три одинаковые формы, я поправляю. В данном случае я просто увеличиваю одну из форм, корректирую, тем самым избегая, опять же, симметрии. Также хорошо менять в процессе оттенок, допустим, то в пользу оранжевого, то в пользу желтого, либо же зеленого, чтобы дерево было живописным. Чем больше оттенков вы найдете в предмете, тем будет убедительнее, интереснее, объемней, живописней и так далее. Ну и, конечно, делаем акценты. Можно взять цвет еще светлей, допустим, немного зеленее, и повыделять отдельные участки. То есть я добавляю еще оттенок, и который будет более светлый, уже практически белый. Конечно, это одно из исполнений
дерева. Таким образом мы получаем листья и объем на них. Ну что ж, таким образом мы быстро масляными красками сделали дерево. Надеюсь, что этот урок вам поможет и вдохновит вас. Спасибо, до свидания.